Всем привет! Сегодня будет видео по просьбам зрителей. Я связала вторую такую юбку, теперь уже в сером цвете. Первая была вот такая желтая юбка. Я показывала ее в видео о готовых работах августа и оставляла под видео ссылку на узор. В комментариях и личных сообщениях было немало просьб все-таки показать, как связать этот узор. И сегодня я провяжу все ряды этого узора. Здесь две схемы и все покажу. Покажу, как я вязала пояс, как его пришивала. И также еще раз коротко расскажу, как я вязала саму юбку, сколько петель набирала, сколько рядов вязала и так далее. Пряжа Alize Lana Gold Fine. 51% акрил, 49% шерсть. В 100 граммах здесь 390 метров. Эту пряжу я получала из интернет-магазина Пряжа Су. И под видео я оставлю ссылку на интернет-магазин. И также там будет ссылка на промокод 5% на любой ваш заказ в этом магазине. Очень много пряжи, других товаров. Смотрите. Под видео вся информация будет. А желтую я вязала из такой же тоже пряжи, только другого цвета. Эту пряжу я получала из интернет-магазина Мир Вышивки. И также я оставлю ссылку и на интернет-магазин Мир Вышивки, и на промокод на 10% скидку на ваш первый заказ. По номерам серая номер 684, а желтая номер 216. По размерам. Моя юбка связана на 50 размер, ширина ее 49-50 сантиметров. Она очень хорошо растягивается, слишком широкую ее вязать не нужно. Узор должен ровно немножко распрямляться, тогда будет более красиво. Без свободы облегания. Длина юбки до пояса 56 сантиметров и пояс примерно 3,5 сантиметра. Длина. Расход на обе юбки 250 граммов. Я имею в виду на каждую юбку по 250 граммов. Две схемы, как я сказала. Начинается вязание по схеме номер 1. Также я и под этим видео оставлю еще раз ссылки на эти схемы. И так, сейчас верну. Вот эта часть вяжется по схеме номер 1. И затем один раз вяжется схема номер 2. Все это я сейчас покажу. Для образца я наберу один раппорт узора, который нужно будет повторять. При вязании я вязала по кругу юбку без швов. И также я покажу. Единственное, что я буду вязать не по кругу, так как наберу один раппорт. И я добавлю по краям по одной кромочной. А остальное между кромочными, то, что я буду провязывать, нужно будет повторять по кругу без кромочных. Тогда, так как когда мы набираем петли для вязания по кругу, то кромочные петли мы не набираем, только петли раппорта. Один раппорт в ширину, 22 петли. Я наберу на спице 22 плюс 2 кромочные, 24 петли. Первые два ряда я вязала, не сразу начала узор. Первые два ряда провязала подготовительные под узор. И сейчас я также провяжу сначала эти два ряда и затем уже приступлю к вязанию по схеме. Итак, набираю 24 петли на спицы, вязала спицами 3 миллиметра. Схема номер 1 высоту составляет 16 рядов. Сейчас мы эти ряды провяжем. Я набрала 24 петли, 22 петли из них составляют один раппорт и 2 кромочные. И, как я сказала, начинаю вязание пока не по схеме. Эти два ряда вяжутся только в самом начале вязания, в начале юбки. Юбку вяжу снизу вверх. Итак, вяжем первый подготовительный ряд. 1 изнаночная петля, 2 лицевые, 6 изнаночных,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Вот эти 22 петли повторяем столько раппортов, сколько необходимо для ширины вашей юбки. Второй ряд петли вяжем по узору. И все ряды будут вязаться и по схеме 1, и по схеме 2. Четные ряды вяжутся по узору. Там, где лицевые, там лицевые. Где изнаночные, там изнаночные. Вот второй ряд, 3 лицевые, 4 изнаночные. Я сейчас один раз этот ряд покажу, и дальше я буду показывать только нечетные ряды. 4 лицевых, 2 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночных. Нет, 2 изнаночные, 1 лицевая. В общем, по узору. Все, эти 2 ряда, больше они не повторяются в юбке. Дальше начинаем вязать узор по схеме с первого ряда. Так, первый ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевых, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идет 4 лицевые петли. Эти 4 лицевые петли нужно перекрестить с наклоном вправо. Для этого можно использовать дополнительную спицу, но я провязываю так. Оставляю нить перед работой. За работой снимаю 2 петли на правую спицу, не провязывая. Затем провязываю 2 лицевые, 1, 2. Завожу спицу за работу и перевожу на нее 2 петли, которые были сняты, не провязанные. Снимаю с правой спицы все 4 петли, придерживая 2 провязанные, и возвращаю их на правую спицу. Перевожу нить за работу и провязываю эти снятые петли лицевыми, 2 лицевые. То есть я провязала 4 лицевые петли, но их перекрестила с наклоном вправо. 3 изнаночных, 1, 2, 3. И на этом раппорт закончен. Этот раппорт повторяем также столько раз, сколько необходимо для вашей ширины. Второй ряд, все петли по узору. Третий ряд. 1 изнаночная петля. Следующие 3 петли нужно перекрестить с наклоном влево. Для этого снимаю 2 лицевые петли перед работой, нить за работой, 1 изнаночная, затем снятые петли переношу на левую спицу, а провязанную на правую, 2 лицевых. 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо.
За работой снимаю изнаночную петлю не провязанной, 2 лицевые провязываю и за работой снятую петлю переношу на левую спицу, а провязанные на правую. 1 изнаночная. То есть меняем их местами. Лицевые петли всегда должны быть сверху вязания. То есть если нам нужно их перекрестить с наклоном вправо, то мы снимаем их перед работой. Если с наклоном влево, вернее за работой, если с наклоном влево, то перед работой. Это нужно несколько рядов провязать, и это само собой все заполнится. Дальше перекрестили 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Изнаночную петлю снимаем за работой, 2 лицевые, и теперь за работой подхватываем изнаночную петлю, лицевые переносим на правую спицу и провязываем изнаночную петлю. Опять у нас лицевые петли сверху. Следующие 3 петли с наклоном влево перекрестить. Начинаем с лицевых, значит 2 петли снимаем перед работой, провязываем изнаночную петлю. Теперь снятые петли на левую спицу, провязанную на правую. 2 лицевые. И опять у нас лицевые, сверху изнаночная с обратной стороны. И так будет на протяжении всего вязания. Лицевые всегда должны быть сверху. Это просто нужно запомнить, и тогда вязать будет намного легче. 2 изнаночные. Все, раппорт провязан. 4-й ряд, петли по узору. 5-й ряд. 2 изнаночные, 3 петли перекрестить с наклоном влево. Опять лицевые снимаем, 2 лицевые снимаем перед работой, изнаночную провязываем и меняем их местами. Лицевые на левую спицу, изнаночную на правую спицу. Провязываем 2 лицевые петли. Дальше 2 изнаночные. И следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. Первая идет изнаночная петля, поэтому мы снимаем ее за работой, нить перед работой. 2 лицевые провязываем. За работой возвращаем снятую петлю изнаночную на левую спицу, а провязанные на правую спицу. И эту изнаночную петлю также провязываем изнаночной петлей. Дальше 3 изнаночные, 1, 2, 3. 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Опять первая идет изнаночная, значит мы ее снимаем за работой, провязываем 2 лицевые и затем за работой также возвращаем ее на левую спицу и провязываем изнаночной. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 изнаночные петли провязали, и следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. Начинается с лицевых, значит снимаем 2 лицевые не провязанными перед работой, затем 1 изнаночная, также перед работой подхватываем эти 2 лицевые петли, изнаночную за работой, 2 лицевые провязываем, 1 изнаночная. 6-й ряд, все петли по узору. 7-й ряд. 3 изнаночных, 1, 2, 3. 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем, не провязывая перед работой, 1 изнаночная,
Перед работой снимаем лицевые петли на левую спицу, провязываем их лицевыми. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Эти мы перекрестили с наклоном влево, следующие с наклоном вправо. Изнаночную петлю снимаем за работой, 2 лицевые. За работой подхватываем изнаночную петлю, меняем их местами с лицевыми и провязываем ее изнаночной петлей. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Изнаночную за работой снимаем, 2 лицевые провязываем. За работой также изнаночную возвращаем на левую спицу, провязанные на правую, 1 изнаночная. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. И 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой, изнаночную провязываем, снятые петли возвращаем перед работой на левую спицу и провязываем их лицевыми. 8 ряд, петли по узору. 9 ряд. 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Дальше идет 4 лицевые петли. Их нужно перекрестить с наклоном вправо. Для этого мы за работой, нить перед работой, снимаем 2 петли лицевые. Следующие 2 лицевые провязываем лицевыми. Также за работой переносим снятые петли на левую спицу, а провязанные, придерживая вот так, на правую. И снятые петли также провязываем лицевыми. Вот 4 лицевые мы перекрестили с наклоном вправо. Дальше 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 2 лицевых. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 лицевые. Повторяем этот раппорт до конца ряда. Следующий ряд, 10 ряд, все петли по узору. 11 ряд, 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Изнаночную петлю снимаем за работой, 2 лицевые. За работой изнаночную петлю возвращаем на левую спицу и провязываем ее изнаночной. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой, не провязывая. Изнаночная. Перед работой возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем лицевыми. 2 лицевые. 3 изнаночные петли. 3. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой. Изнаночная петля. Затем перед работой возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем лицевыми. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 петли перекрестить с наклоном влево. За работой изнаночную петлю снимаем. 2 лицевые. Снятую изнаночную за работой переносим на левую спицу и провязываем изнаночной петлей. Двенадцатый ряд, все петли по узору. 13 ряд. 2 изнаночные.
3 петли перекрестить с наклоном вправо, изнаночную петлю снимаем за работой, 2 лицевые провязываем и за работой изнаночную петлю возвращаем на левую спицу и провязываем изнаночной. 2 изнаночные, 1, 2. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой, 1 изнаночная. И теперь эти снятые петли перед работой возвращаем на левую спицу, провязываем лицевыми. То есть они у нас сначала сходились, теперь расходятся. И, как вы заметили, лицевые всегда сверху. Дальше. 3 изнаночные, 1, 2, 3. 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой, не провязывая, изнаночная петля. Перед работой 2 лицевые возвращаем на левую спицу, провязываем лицевыми. 2 изнаночные, 1, 2. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаем изнаночную петлю не провязанной, 2 лицевые, затем за работой подхватываем эту снятую петлю, меняем их местами и провязываем изнаночной петлей. 1 изнаночная. 14 ряд, как смотрят петли. Пятнадцатый ряд. 1 изнаночная. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Изнаночную петлю снимаем не провязанной за работой, 2 лицевые. Также за работой подхватываем эту снятую петлю, меняем местами, провязываем изнаночной. 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. Начинаем с лицевых, значит снимаем их перед работой 2 лицевые, изнаночную провязываем, и теперь эти снятые лицевые, подхватив перед работой, поменяв местами с провязанной, провязываем лицевыми. Здесь легко запомнить, если вы снимали перед работой, также их возвращаете на левую спицу для провязывания перед работой. Если снимали за работой, также ее подхватываете за работой и провязываете. То есть просто менять местами. Дальше 3 изнаночные петли. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые перед работой снимаем, провязываем изнаночную. Теперь меняем их местами. Перед работой подхватывая, провязываем 2 лицевые. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. Изнаночную петлю снимаем за работой, 2 лицевые провязываем, за работой изнаночную петлю возвращаем на левую спицу, меняем местами с провязанными и провязываем ее изнаночной петлей. 2 изнаночные. 16 ряд, как смотрят петли. Я провязала весь раппорт в высоту, все 16 рядов. Дальше повторяется с первого ряда узора. Эти 16 рядов вяжите на нужную вам длину. При этом нужно учесть, что при переходе со схемы 1 на схему 2 вязание должно закончиться именно 16 рядом, чтобы эта схема вторая, при переходе на вторую схему, чтобы вязание сложилось правильно. То есть если вы закончите 12 рядом, во вторую схему вы правильно не перейдете. Поэтому полные раппорты должны быть провязаны. И дальше приступаем к вязанию схемы номер 2, начиная с первого ряда. Эта схема предусматривает высоту 36 рядов.
Я провязала в своей юбке из этих 36 только 34. То есть 35-36 ряд, здесь они просто по узору провязываются. Я их не провязывала. Если для вашей длины это нужно, их можно провязать. Они вяжутся, как я сказала, просто по узору. Итак, начинаем вязание дальше. То есть провязали сколько нужно высоту схему номер 1 и переходим сразу к вязанию схемы номер 2. Эта схема предполагает убавки. В каждом раппорте будет убавлено. Вот здесь видно, темные места – это убавленные петли. То есть 1, 2, 3, 4 в каждом раппорте будет убавлено. До конца, когда провяжете, будет 4. В самом начале сразу убавляем. В каждом раппорте будет убавлено по 2 петли. Итак, схема номер 2, первый ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевых, 2 изнаночных, и делаем первую убавку. Следующие 2 изнаночные петли провязываем вместе 1 изнаночной. Это первая убавка. Дальше 4 лицевые петли нужно перекрестить с наклоном вправо. Для этого за работой снимаем 2 лицевые, не провязывая. Следующие 2 лицевые провязываем. Также за работой подхватываем снятые петли, меняем их местами с провязанными и провязываем лицевыми. 1 лицевая, 2. Следующие 2 петли изнаночные провязываем также вместе 1 изнаночной. Это вторая убавка. 1 изнаночная. Все, в этом раппорте 2 петли убавлены. Так повторяем каждый раппорт. Таким образом, в каждом раппорте у нас останется 20 петель. Следующий второй ряд провязываем также все петли по узору. Третий ряд. 1 изнаночная. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой, 1 изнаночная. Перед работой 2 лицевые возвращаем на левую спицу и провязываем их лицевыми. 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаем 1 изнаночную петлю, 2 лицевые провязываем, затем за работой подхватываем снятую петлю, меняем их местами и провязываем ее изнаночной. 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. Повторяем этот раппорт до конца ряда. Следующий 4 ряд все петли по узору. Пятый ряд. 2 изнаночные, 3 петли перекрестить с наклоном влево. 2 лицевые снимаем перед работой, 1 изнаночная. 2 лицевые перед работой возвращаем на левую спицу, меняя их местами, провязываем лицевыми. 2 изнаночные петли, 1, 2. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой снимаем изнаночную петлю не провязанной, 2 лицевые. Также за работой изнаночную петлю возвращаем на левую спицу, меняем местами петли
провязываем снятую петлю изнаночной. Так, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, и следующие 4 петли лицевых перекрестить с наклоном вправо. 2 снимаем за работой не провязанными, 2 провязываем лицевыми, и затем снятые петли возвращаем за работой, подхватывая на левую спицу, меняем местами и провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. Следующий ряд, как смотрят петли. Седьмой ряд. 3 изнаночных, 1, 2, 3, 3 петли перекрестить с наклоном влево, 2 лицевые снимаем перед работой, 1 изнаночная. Теперь перед работой лицевые снимаем на левую спицу, провязанную на правую, и провязываем их лицевыми, 2 лицевые. Следующие 3 петли перекрестить с наклоном вправо. Изнаночную петлю снимаем, не провязывая, за работой, 2 лицевые. Также за работой возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязанной на правую, изнаночная, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных. Повторяем этот раппорт до конца ряда. Следующий ряд, как смотрят петли. Девятый ряд. 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 4 лицевых перекрестить с наклоном вправо. За работой 2 петли снимаем, 2 лицевые, и затем, подхватывая за работой, меняем петли местами и провязываем их тоже лицевыми. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, так, неправильно, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, и следующие 4 петли также перекрестить с наклоном вправо. За работой 2 лицевые снимаем, 2 лицевые провязываем, меняем петли местами, подхватывая снятые петли за работой, 2 лицевые, 2 изнаночные петли. Повторяем этот раппорт до конца ряда. Следующий 10 ряд, как смотрят петли. 11 ряд. 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночных. Двенадцатый ряд, как смотрят петли. 13 ряд. 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 4 петли перекрестить с наклоном вправо, 2 снимаем, 2 провязываем лицевыми, снятые петли, подхватывая за работой, сняли их за работой, и подхватываем за работой также лицевые. Здесь уже жгут идет. 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
И на 4 лицевых провязываем то же самое, перекрестить с наклоном вправо. За работой 2 петли снимаем, 2 лицевые провязываем, меняем снятые и провязанные местами, подхватывая за работой, 2 лицевые, 2 изнаночные. Четырнадцатый ряд, петли по узору. 15 ряд, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 4 лицевых, 3, 4, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 лицевых, 2 изнаночных. 16 ряд, как смотрят петли. 17 ряд, в этом ряду снова будет убавка. В каждом раппорте убавится по одной петле. 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 4 петли перекрестить с наклоном вправо, 2 петли снимаем за работой, не провязывая, 2 лицевые, за работой подхватываем снятые петли, меняем местами и провязываем 2 лицевые, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, и следующие 2 изнаночные петли провязываем вместе одной изнаночной. Убавили 1 петлю. Следующие 4 лицевые перекрестить с наклоном вправо. За работой 2 петли снимаем, 2 провязываем, меняем местами снятые и провязанные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так раппорт уменьшился еще на 1 петлю. Следующий 18 ряд вяжем по узору. 19 ряд, 4 изнаночные, 3, 4, 4 лицевые, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. Двадцатый ряд, все петли по узору. 21 ряд, 4 изнаночные, 4 лицевые, перекрестить с наклоном вправо. За работой 2 петли снимаем, 2 лицевые провязываем, меняем местами, подхватывая за работой петли, провязываем 2 лицевые. Здесь уже в вязании останутся только жгуты, и они будут вязаться аналогично, так как я сейчас показываю. Здесь осталось у нас 5 изнаночных, 4, 5 и снова жгут. За работой оставляем 2 петли, 2 провязываем, за работой снятые петли на левую спицу, провязанные на правую спицу, и провязываем их лицевыми. 2 изнаночные. Следующий ряд, как смотрят петли. 23 ряд, 4 изнаночные, 4 лицевые, здесь перекрещивания нет, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 4 лицевые, 2 изнаночные, то есть по узору, так же как мы вяжем четные ряды. Следующий ряд тоже по узору.
25 ряд. В этом ряду сделаем еще одну убавку. 2 изнаночные, следующие 2 изнаночные провязать вместе 1 изнаночной. 4 лицевые петли перекрестить с наклоном вправо, за работой 2 лицевые снимаем, 2 провязываем, подхватываем снятые петли за работой, меняем местами. Здесь уже все одинаковое, жгут он так до конца и вяжется. Просто меняем 2 лицевые с 2 лицевыми местами, и всегда наклон идет вправо. Дальше 5 изнаночных, 4, 5 и такой же жгут. За работой 2 петли снимаем, не провязывая, 2 лицевые провязываем, и затем снятые петли также провязываем лицевыми. 2 изнаночные. Следующий ряд, как смотрят петли. 27 ряд, здесь перекрещивания нет. Вяжем по узору 3 уже изнаночные, так как мы сделали убавку, еще убавился раппорт на 1 петлю, сейчас 18 петель. Значит, вяжем 3 изнаночные, 4 лицевые, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 4 лицевых и 2 изнаночных. По кругу, когда вы будете вязать и повторять этот раппорт, у вас будет чередоваться 4 лицевые, 5 изнаночных, 4 лицевые, 5 изнаночных при повторении этого раппорта. Следующий 28 ряд, также петли по узору. 29 ряд, здесь перекрещиваем жгуты. 3 изнаночные провязываем. И следующие 4 петли перекрестить с наклоном вправо. За работой 2 петли снимаем, 2 лицевые провязываем, меняем местами, 2 лицевых. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и снова жгут. За работой 2 петли снимаем, не провязывая, 2 лицевые, снятые петли возвращаем на левую спицу и провязываем лицевыми. 2 изнаночные. Дальше 30, 31 и 32 все петли по узору. 33 ряд, снова перекрещиваем жгуты. 3 изнаночные и на 4 лицевых перекрещиваем с наклоном вправо. За работой 2 петли снимаем, не провязывая, 2 провязываем лицевыми и меняем их местами. Снятые петли лицевые. 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и снова жгут. 2 петли снимаем, не провязывая, за работой, 2 лицевые, снятые петли на левую спицу, провязанные на правую, провязываем лицевыми. 2 изнаночные. 34 ряд, как смотрят петли. Я провязала все ряды схемы номер 2, 34 ряда из 36. Если хотите, как я сказала, можно провязать 36, также 35-36 петли по узору. Я после того, как закончила 34 ряд, провязала 2 ряда платочной вязкой. И еще я убавила в каждом раппорте. В желтой юбке я убавляла по 1 петле в раппорте, в серой я убавила по 2 петли в раппорте, так как мне для пояса много было петель, и я решила 2 убавить, и это было нормально.
Если хотите, можно убавить одну, то есть перед одним жгутом 2 вместе провязать изнаночной. Если хотите, как делала я во второй юбке, то перед каждым жгутом убавляете по одной петле. То есть или через жгут, то тогда вы убавите по одной петле в раппорте, или перед каждым жгутом 2 изнаночные вместе. Провязываю одну изнаночную, следующие 2 изнаночные провязывала. Так, начинаем снова. Лицевыми петлями вяжем следующий ряд. После 34 рядов лицевые петли. Значит, 1 петля. Следующие 2 провязываю вместе лицевой петлей. Дальше провязываю петли жгута 4 петли лицевыми. И дальше идут 5 изнаночных. Я их провязываю 3 лицевых. 1, 2, 3. И следующие 2 вместе одной лицевой. То есть перед жгутом. Дальше 4 лицевые. И уже последние петли. В общем, все петли лицевые. И перед жгутами по одной петле убавила. Следующий ряд, второй, я провязала также все петли лицевые. Вот здесь образовалась дорожка. Эта дорожка мне нужна для пришивания пояса. Если вы хотите делать пояс как-то по-другому, то вы можете эти 2 ряда платочной вязки не провязывать. Я показываю так, как я делала в своей юбке. Я отделила пояс таким образом, провязав 2 ряда платочной вязки. То есть, если вязать по кругу, то второй ряд будет изнаночными петлями. Так как я вяжу поворотными рядами, то у меня получилось 1 ряд лицевыми, второй ряд я провязала также лицевыми. По кругу вяжем 1 ряд лицевыми, 2 ряд изнаночными, чтобы также образовалась вот эта дорожка. Все, это я отделила пояс, и дальше я сам пояс вязала просто лицевыми петлями. И провязала их лицевыми петлями на высоту, ту, которая нужна мне была для резинки. Здесь зависит от того, какой ширины будет ваша резинка. Для моей ширины резинки мне нужно было 16 рядов лицевой глади, чтобы их подогнуть. То есть 8 высота, 8 рядов. И всего после этих 2 рядов платочной вязки я провязала 16 рядов лицевыми петлями. Если вяжете поворотными рядами, то нечетные ряды лицевыми, четные изнаночными. Если вяжете по кругу так же, как и вязала я, то все 16 рядов лицевыми петлями. Я сейчас провяжу, сымитировав этот пояс, чтобы показать, как его пришить. Провяжу несколько рядов лицевой гладью. Я провязала несколько рядов лицевой глади. У меня вот такая резинка в юбке. И для того, чтобы понять, сколько вам рядов вязать, нужно приложить резинку и проверить, чтобы она хорошо входила. Я связала здесь меньше, здесь 10 рядов, в юбке я провязывала 16. Я думаю, для того, чтобы показать, как пришить, этого достаточно. После того, как я связала все ряды пояса, петли я просто закрыла обычным способом протяжкой, при этом не затягивая. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, протягиваю через предыдущую. И так закрывала все петли. Лицевая, протяжка, лицевая, протяжка. И не затягиваю, проверяю, чтобы они не слишком были затянуты, чтобы юбка потом хорошо надевалась. Так закрываю все петли обычной протяжкой. Образовывается косичка вот такая. Я закрыла петли. После этого я отмеряю примерно 4 длины нити. 1, 2, 3, 4.
и нить обрезаю. Протягиваю через последнюю петлю, чтобы закрепить ее. И этой нитью буду пришивать пояс. Вот так внутрь. Кончик нити вставляем в иглу. И пришиваем. Пришивать буду так, как я там пришивала. Я пришивала по кругу вот так, захватывая нижнюю часть косички. Так, как показать? Вот косичка имеет 2 дольки петли. Вот эту, которая к поясу идет, я не трогаю. Захватываю только вот эту. И захватываю также нить платочной вязки. Если потянуть, вот здесь есть расстояние, и четко идет вот такая дорожка. Она также имеет верхнюю и нижнюю дольку. Я беру, подхватываю ту, которая ближе к основному полотну, то есть нижнюю. Вот есть. Это или нижняя, или верхняя, как ее правильно сказать. Если по отношению к полотну, она нижняя. Есть вот такая еще. Но я беру вот эти. Не вот эту верхнюю, а вот эту. Так как платочная вязка, она идет как волной и имеет также верхнюю и нижнюю. И сшиваю, подхватывая, как я сказала, начнем с кромочной, так как я беру первую кромочную, и одну нижнюю часть косички. И затем вот нижнюю часть платочной вязки и нижнюю часть, нижнюю дольку косички. Нижнюю часть платочной вязки, нижнюю дольку следующей косички. Платочная вязка, косичка. Через камеру не очень хорошо видно. Платочная вязка и косичка. В общем, я думаю, понятно. И вот таким образом пришиваю пояс. И сохраняется здесь эта косичка. Тоже нужно не слишком не затягивать. Оно, конечно, и не затянется. Шов такой спиралью, он не стягивает полотно. И все надевается комфортно. Остается эта пружинистость. Вот таким образом сшиваем. Затем в конце, как обычно, оставляем немного места для того, чтобы вставить резинку в пояс. Можно, кстати, сразу, когда вы сшиваете, сразу внутрь вставить резинку и сшивать уже с резинкой. И в конце просто примерить и обрезать ту часть, которая будет нужна. В общем, вот таким образом я сшила. И так выглядит пояс. Теперь вернемся к самой юбке, и я расскажу по рядам и по петлям. Так, юбка. Вязание начинается снизу, так как я сейчас показывала. Для этого на спицу номер 3 я набрала 265 петель, 1 петля для соединения круга. Мне необходимо для вязания было 264 петли. Это 12 раппортов, таких, как я сейчас показывала, по 22 петли. 264 петли. Когда я соединила в круг, получилось 264 петли. И так я повторяла этот раппорт из 16 рядов то есть схему номер 1, до начала схемы номер 2.
Сначала я провязала так, как я показывала на образце, 2 подготовительных ряда, затем повторила с 1 по 16 ряд 128 рядов. Это 8 раппортов по 16 рядов в высоту. Затем перешла на схему номер 2. Вот она. И провязала 34 ряда из 36, так как я показала сейчас. Затем провязала 2 ряда платочной вязки и 16 рядов лицевой глади и сшила. Внутри резинка. Она хорошо тянется. Все убавки также сделала в каждом раппорте. Убавила по 2 петли, по 2 петли. В общем, так, как я показывала. Резинку вставила, пояс пришила, и на этом работа была закончена. Я рассказала и показала все, что необходимо для вязания такой юбки. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.